Здравствуйте, мои дорогие зрители! Приветствую вас на моем канале. Добро пожаловать! Мы сейчас с вами сделаем чистку и отливку, как обычно. И хочу предупредить вас, что в конце расклада, в конце нашего гадания, я вам дам ритуал на остуду, то, что я вам обещала. Причем он будет направлен не только на то, то есть вы можете использовать этот ритуал не только для того, чтобы остудить свое сердце, да, перестать думать о мужчине каком-то, но, скажем так, и в других целях тоже можно его использовать, насколько вы можете догадаться. Итак, а сейчас мы с вами приступаем. Да, и спасибо вам огромное за то, что вы со мной, за поддержку канала, за комментарии искренние, за донаты, за супер лайки ваши. Да супер спасибо. Всех благодарю. Не хочется, чтобы капнуло на скатерку, поэтому вот так. Все. Мы начинаем, мои хорошие. Начинаем. А вы знаете, что вам кто-то принесет вашу мечту? Прямо из рук в руки передаст. Так, скорее всего, здесь так. Либо мечта любовная, да, я вот хочу быть с этим человеком. И человек придет и из рук в руки вам передаст что? Свое сердечко. Либо для кого-то это может быть, когда человек какой-то что-то приобретет. Если у вас мечта сейчас, вот вы думаете о чем-то материальном. Вот, потому что вот я вижу, как человек что-то дает один другому. Из рук в руки передается. Так что сбудется у кого-то ваша мечта. Смотрите, я вижу несколько человек, которые задумали какое-то общее дело. Это люди могут быть друзья, знакомые, подруги, но могут быть родными, когда семья, что-то люди сидели, думали, надумали. Какое-то дело решили, скажем так, провернуть. Может быть, бизнес небольшой открыть, может быть, другое что-то, не знаю, продать там, например, недвижимость, а купить новую, да, менять что-то. Какое-то дело задумали. Вы знаете, я вижу, что у вас это дело пока еще на стадии разговоров, размышлений, но потихонечку эта стадия будет меняться на стадию действий. И по результатам у вас здесь вижу очень хороший результат. То, что вы задумали, у вас должно получиться. Но если это близкие друзья, то очень такие люди, которым вы доверяете, либо это родные люди по крови. Так, по крови. Муж тоже входит в родных людей, хоть он и не по крови, правильно? Дальше смотрим. Какой-то треугольник рассыпается. Устали люди от этого треугольника, все как бы утомились уже. Сначала выходит один человек из треугольника, как бы пара остается, но этой паре тоже будет трудно удержаться, как бы удержать свои отношения. Шанс есть, но почему-то он такой... Затянули слишком, заигрались в этот треугольник. Скорее всего, мужчина не мог долго определиться, да? Вот, но шанс есть у пары, в паре остаться шанс есть, но он не стопроцентный. Там много работы надо будет над этим сделать. Над тем, чтобы все-таки сохранить эти отношения. Так. Смотрите, вижу, здесь идет кому-то помощь от человека высокопоставленного. Может быть, вы будете обращаться, например, в какие-то органы, и вам нужна будет реальная помощь, информационная, допустим, да, совет какой-то. Но, может быть, это человек, который с другой стороны зайдет в вашу жизнь. Допустим, при власти человек, имеющий власть, да, могут быть это и отношения. Если вы познакомитесь, у вас будут отношения с таким мужчиной. Вот будет оказана вам какая-то протекция. Что-то в ваши руки придет, в вашу жизнь, да, через этого человека, вот, который обладает властью. Так, может быть, у кого-то родственник обладает властью, вы пойдете, поговорите с ним, он вам чем-то поможет. Но я не говорю, что это обязательно что-то материальное, да, это может быть совет, информационная поддержка, как я уже сказала. Тут у всех по-разному. Решение какое-то, может быть, будет принято, важное для вас. Так, вот вижу
Два человека встретились. Так, тянет друг к другу, невероятно как тянет, просто магнит. Но тут один человек влюбится, голову потеряет просто, настолько такое яркое чувство, такое притяжение, а другой нет, а другой хочет интим, ему интим понравился, больше другого нет. И вот здесь так, знаете, болезненно, как люди вот поговорят, ну вот тянет друг к другу, да, а итог разговора всегда отталкиваться друг от друга, потому что тот человек, который влюбился, либо полюбил, да, он чувствует, что взаимности нет. И невзирая на вот это притяжение, он не хочет таких отношений, да, которые ему предложены, которые только может дать этот человек. И вот эта вот игра, она такая будет долгая. Вот это оттолкнулись, расстались, снова там переписки, снова какие-то разговоры, потом снова нет. Это очень долго будет тянуться. И я, знаете, еще что вижу? Вот придет момент, когда тот человек, ну, которого не полюбили, да, остынет, то есть успокоится, все, отпустит эту ситуацию, но это будет попозже, не скоро. И этот человек второй возникает на пороге, понимаете? Побродил, такого, скажем, не встретил, как хотелось бы, да? Такую, скажем так. Похоже, что это мужчина. И вот появляется, когда уже все, чувство уже испепелило само себя. Так, ну, говорю, здесь прям вот Санта-Барбара такая история. Ну, и яркая она, но она и тяжелая, и острая такая, знаете. Так. Идет какое-то крупное приобретение, очень крупное. Это либо бизнес, либо недвижимость, к примеру, квартира или дом, жилье может быть. Что-то дорогое. Почему говорю, что это именно недвижимость? Потому что я вижу, что оно стоит нерушимо. Это не автомобиль, допустим, да? Так, здесь надо будет, может быть, ремонт делать. Или какие-то перестановки, или перестройки. Но в целом это очень ваше удачное такое приобретение, потому что я вижу, что будет очень, цены будут расти, и вот вы поймете, например, через какое-то время, что если бы вы не купили этот дом, допустим, или эту квартиру, да, то уже там, грубо говоря, через год вы бы не смогли себе позволить. Ну, вот такая уже цена будет. Поэтому прям вот очень удачное приобретение и такое важное, очень смысловое, глубокое, да. Потому что такое есть крыша над головой, да, можно жить и вкладываться уже потом в этот дом. Всем есть место, в общем, у кого-то сбудется вот такая именно мечта, такой вот план. И очень-очень вовремя это произойдет по хорошей цене, в хорошем месте, так вот, как вам хотелось. Так, какая-то интересная женщина. Сама в тени, ее не видно, ее не слышно, только вот ее глазки. Так, постараюсь показать вам сейчас. Вот, смотрите. Вот видите, вот голова человека, такая причесочка интересная. Вот два глаза, да? То есть наблюдает какой-то человек за ситуацией, за людьми, понятное дело, а сам в тени. То есть женщина, ее не видно, она в тени, она сопрятана, но она блюдет за кем-то. Давайте посмотрим за спиной, есть ли у нее какие-то планы черные, или это просто такой интерес. Так, у нее за спиной какие-то, знаете, как будто как записи она ведет. Поэтому, значит, да, значит, есть какие-то планы. Но не планы в плане эзотерики, там, магии, а кому-то что-то настучать, вот сообщить. Понимаете? Вот женщина со странной причесочкой, средний возраст такой, не поймешь сколько лет. Ну, такое на голове, знаете, накрученное, как вот длинные волосы, если поднять и так не очень как-то умело или аккуратно заложить на голове, закрутить, вот так что-то. Она узнает что-то и как записывает, как бы фиксирует, да? Для чего? Кому-то передать эту информацию. Поэтому будьте осторожны и внимательны. Вот какая-то есть такая странная дамочка рядом с вами. Что она хочет о вас узнать и куда передать? Это, конечно, вопрос интересный и сложный.
Вижу мужчину, который будет так стараться понравиться, ой, так хорохориться, мама дорогая. Вот выглядит он, прошу прощения, как попугай, но не в том плане, что он так вот одет будет, да, допустим, там ярко и как-то несуразно, допустим, а вот он так просто старается, понимаете, чтобы он был и интересен, и любезен, и красив, и вот внимателен. Но это, конечно, не то, что напускное, но он всегда так старается. То есть вот поразить женщину, он прямо включает все свое воображение, вот, и вот таким образом как бы работает, завлекает. Потому что на самом деле он не такой, конечно. Вот если вы познакомиться, там, повстречаться, а потом жить с этим человеком, то в жизни он совершенно обычный, и никто ну, не одевает он вот эти перья свои, да, то есть обычный человек, и так уж слишком не старается. Но чтобы завоевать женщину, вот включается в нем какой-то артистизм. Надо было, наверное, идти в актеры. Любит женский пол, любит добиваться, получать вот это желаемое, и поэтому вот включает все свое обаяние. Так, а вот вижу рассорка, рассорились, то ли две подруги, то ли, может, мужчина и женщина, ну, как друзья. Кто-то так, произошла рассорка, такое впечатление, знаете, оговорочка не просто оговорка. Реально тут кто-то третий поучаствовал, чтобы это произошло. Эта рассорка, она умышленная такая, знаете. А люди, оба человека, страдают. Потому что, ну, дружба здесь, а может быть и более сильные чувства. Но вот сейчас оба человека страдают. Вы знаете, придет день, и это не будет не скоро, это не будет через года, это скоро будет. Когда вы встретитесь, как-то столкнетесь с этим человеком, либо кто-то сделает первый шаг, напишет или позвонит, и будет у вас серьезный разговор, как выяснение, что произошло, кто бы заинтересован мог быть, да, в вашем таком конфликте, что ли. Вот, вы знаете, правда выйдет наружу, и вы будете снова, ну, вместе, в паре, там, в дружбе или в любви. Восстановятся ваши отношения еще крепче прежнего. Так, вот вижу золотой пентакль, а рядом восьмерочка вышла. Что значит это? Это идет какая-то удача, успех, решение вопросов на долгосрочно. То есть, если вы нашли классную работу, значит, это на долгие годы, допустим. Или, ну, другая какая-то удача вам идет на долгосрочно. Не то, что, знаете, вот иногда показано, что нужно поймать, иначе она просто, ну, шанс упущен. А здесь вот, да, поймать-то нужно, но оно зашло, и так оно ваше и будет. Ой, девушку вижу, какие-то длинные волосы, либо планы решили, например, длинные волосы отпустить, да, чтобы выросли, либо просто сейчас вы как-то ими занимаетесь, а может быть наращиваете, да, как-то кто-то что-то уделяет большое внимание своей прическе, своим волосам, и действительно это очень красиво, будет вам идти. И вы знаете, на вот эти ваши волосы как будто они как такое что-то очень притягательное, то, что есть в вас. Вот я вижу, как мужчина какой-то вот обратит внимание именно на вот эти ваши локоны, на вот эти ваши волосы. И вы ему вот выделит вас из ну, других людей вокруг. И пойдет с этими волосами. Может быть, вы какой-то ритуал делаете, да, что-то с волосами связано. Что вот так вот будет, вы как притянете, понимаете, вот этими своими волшебными локонами какого-то мужчину в свою жизнь. Он потом вам скажет, да, что я увидел и не мог отвести глаз. Так, а здесь идет, вижу, выздоровление у кого-то. Что-то связано с ножками, с ногами. Может быть, у кого-то было растяжение, да, растяжение связок, либо, может, переломы или что-то еще как-то проблемно, или там, ну, артриты какие-то, да. Вот идет восстановление функций,
скажем так, выздоровления, да, восстановления функций. Как-то человек так тяжело ходил, а теперь смотрю, так нормально пошел, а потом уже, можно сказать, как в припрыжку, как побежал. Идет восстановление. М. Смотрите, какая-то пара идут люди за руку, и берет какой-то человек и переходит им дорогу. Это может быть соперница, которая хотела бы, да, разлучить пару себе, может быть, мужчину забрать. Или просто вот, чтобы разлучить. Есть такое. Люди делают такое, к сожалению, иногда, да. Просто вот лишь бы не был кто-то счастлив. И вот кто-то хочет перейти дорогу вот этой паре, а молодой человек или, ну, мужчина, да, берет так и подножку ставит. То есть получается, тот человек, который захочет пару разбить, сам себе лоб разобьет, подножка падает, лоб разбивает. Значит, если это какая-то женщина, ну, к примеру, там, знакомая или подруга, или коллега, ну, начнет клинья подбивать, да, к вашему мужчине, он это просто скажет, скажем, ну, может, даже превселюдно, понимаете, что вот человек упадет, вот, ну, такое падение, его же еще мы же читаем не только реально, мы читаем эзотерически, да, что это падение у человека будет его престижа, да, ну, как стыдно будет перед другими, перед вами, допустим. Вот такой будет момент. Кто-то захочет вот сделать плохо другому, да, ну, а сам какой-то позор будет, в общем-то. Или что-то будет писать кто-то, да, мужчина возьмет и покажет другим. Ну, такое. Так, дальше смотрим. У кого-то есть желание, вы знаете, заняться каким-то очень красивым бизнесом. Какое-то красивое дело, связано с красотой. Может быть, бьюти-индустрия, да, может быть, это цветы или ювелирные дела, мода, вот такое что-то, массажи, косметология. Так, либо это у вас только цель, и вы хотите еще, скажем, посвятить себя обучению, да, прежде чем это все получится. Может быть, у вас уже есть эти все документы, но вы наконец-то решаетесь там свою открыть. Вот, я вижу, что у вас получится. Здесь будет очень такой старт, который со временем, там, через какое-то время приведет вас к большим высотам. Вот ваше дело, ваши руки, да, ваш интеллект, ваше творчество будут любить люди, уважать, ценить. Скажем, вы будете популярными, соответственно, успешными, соответственно, богатыми. То есть все три в одном, да. Вот. Правильное решение. Кто-то, у кого есть большая парикмахерская, может быть, искусство, да, у кого-то есть вот желание, тяга, а может быть, уже и профессионализм есть, да, и вы вот склоняетесь к таким делам, будет вам очень это в плюс, это решение. Особенно, если у вас есть такие таланты, а вы где-то сидите там в офисе, да, целыми днями там в компьютер смотрите, а у самой в голове там создаются все время какие-то образы, там прически или что-то, да, такое красивое, то вам туда и надо. Вы будете менять, конечно, это направление своей деятельности. Итак, вот такая у нас сегодня отливочка, мои дорогие. Я сейчас посмотрю, что мы там почистили, что вычистилось, и затем дам вам, как и обещала, ритуал. На остуду, дорогие мои, остуда. Так, давайте посмотрим чистка наша. Так, ну здесь вижу привязки. Когда люди, один человек пытался привязать к себе другого человека, ниточки, веревочки, скажем так, вижу везде ниточки, веревочки, привязки. То есть, ну, против вашей воли, против воли какого-то другого человека. Вот это то, что мы сегодня с вами вычистим. Поняли? Насильственное, когда один человек другим хочет как бы управлять, манипулировать. Вот это мы с вами вычистили, потому что здесь однозначно есть, ну, эзотерика, правильно? Здесь есть
магия, попытка сделать это. Мы это сегодня вычистили, я это все уничтожу. Будет чувство либо у вас, либо, может быть, у вашего мужчины такой легкости, такого полета, да, как будто у человека прямо открылись глаза и крылья выросли. Вот можете такое почувствовать вы, если привязка была с вами сделана, либо ваши какие-то родные люди, мужчины, да, сыновья, братья и так далее. Вот сегодня у нас такая чистка, такая отливка. А теперь секундочку, вы ее не заметите, я нажму на паузу, и я подготовлю для вас этот ритуал. Итак, смотрите, прежде всего хочу вам рассказать, в чем разница и отличие между остудой и отворотом. Смотрите, остуду очень часто просят люди сделать для себя самого, для себя самой, скажем так, да, когда хочется перестать думать о каком-то человеке, если ты понимаешь, что ничего не получится все равно с ним, да, хочется просто перестать страдать. В то же время отворот делается, вы понимаете, да, когда вот кто-то хочет отвернуть одного человека от другого, чтобы, ну, как бы насильственное действие. Остуда же, да, это очень часто действие такое согласованное по просьбам. Но, тем не менее, этот заговор, он может все равно выполнять ту функцию с другим человеком, если вы того пожелаете. И я вам дам этот заговор, и здесь ответственность вся на вас. Кто-то использует для себя, да, чтобы перестать страдать. Кто-то может действительно использовать это для того, чтобы остудить чувства, ну, к примеру, человека, который вам нравится, там, к другой даме, к другой женщине. Ответственность здесь ложится полностью на вас. Вы принимаете это решение, делаете либо не делаете. А я вам просто даю этот заговор. Итак, секундочку. Итак, дорогие мои, волшебным образом, да, приготовила свечи, заговоренное, все как положено. И сейчас читаю вам именно заговор, который будет работать для того, чтобы, если вы хотите, да, использовать его на остуду, вы хотите остудить свои чувства, ну, либо кто-то использует это по-другому, как вы уже сами там решите. Итак, прежде чем я начала этот ритуал, я набрала воды и поставила ее в морозилку, потому что это у нас идет как сигнификация, да, что вы хотите что-то заморозить, какую-то ситуацию заморозить. Вот у меня сейчас в морозилке замораживается вода, это так делается. Мы поставили свечи заговоренные, и я прочитаю сейчас ритуал. В конце я буду выбрасывать отработанный материал наш, отработанную свечу, потому что она должна будет гореть всю ночь. И, естественно, вылью я эту воду, ну, не вылью, она оттает, да, и потом вылью под дерево сухое, под сухое дерево какое-то пропавшее. Так, ну, то есть целый процесс. А теперь буду читать вам. Итак. Темный престол, бесовское причастие, и же кровью, а не хлебиной, аки смерти вопиют, нежели жития, таки бесовским хором отпевально. Песня песней, творимостью и зашедша, поднебесный край один, за одним 13 числом, то 13 хладных, кому от начала заповедань ихня, любовь яру аки кострину, водицы адовых рек двух заливать, кому зальют, кого любви лишать, тому в сердце хлад, остыв черная, да сия остуда верная, посылом ей идти адовым, царь царей, престольный, остуда в сердце, там ее престол нынче возносить, там ей царем в сердце восседать, имя сказать надо после слова сердце, остуда черна, хладом дыхань, то 13 повеления, аминия мне закладываю, остуда сердце, имя, порука, сатаница, 13-я девица, аминь, реченно. Читать нужно 7 раз. О заговоре никому не рассказывать, провести его тайно. И этот мощный очень заговор, и он действует довольно быстро. Поняли? Итак, я под видео напишу вам эти слова, этот заговор, да, и вы сами повторите, пожалуйста, уединитесь, чтобы никто вам не мешал, в полной тишине. И прочтите не вслух, можно про себя этот заговор, да. Я вот 1 раз его начитала, вы можете добавочно еще 6 раз начитать, либо прочитать 7 раз. Включите тогда это видео, можно без звука, и просто сидите и начитывайте этот шепоток.
Дальше. Там, где я сказала имя, вставляйте имя. Либо свое говорите, проговаривайте, да. Либо, если вы по-другому хотите использовать этот обряд, кого там от кого остудить, да, то проговаривайте это имя. Так, ну вроде бы все я вам сказала, поэтому вы вот это видео тоже можете отправить в закладки, и вы его можете использовать, понимаете? Оно как бы пригодится тем, кому, ну, вы считаете, что вам это надо. И я желаю вам удачи, так оно и будет. Если хотите остудить свое сердечко, больше не плакать, не страдать, вы это сделаете. Если хотите, ну, например, если в семье там мужчина загулял, да, и вы хотите, чтобы у него охладить его пыл к другой даме, да, естественно, вы тогда проговариваете имя, и таким образом ритуал этот работает. Все, и ищите. Я прошу прощения, Витя голос сел. Ищите под видео, да, я вам пропишу. Немножко сложно он так читается, да, потому что это вот древний еще язык, но тем не менее очень зато сильный этот и мощный этот ритуал у нас. Вот, всем всех благ желаю, счастья, любви, здоровья, мира, гармонии и богатства. Пусть денежка будет. Без денежки жить тяжело, правда? Все, всех благ. Пока-пока.